Здравствуйте. В течение 3 лет я сделала более 140 фоторепортажей. Большинство из этих тем рассказывают о жизни обычных людей. Я объездила почти весь Казахстан. Была в тех местах, где нету света, газа, водопровода, где люди только на слуху знают, что такое интернет. Во время своей работы фотожурналистом я часто сталкивалась с людьми-инвалидами, людьми с ограниченными возможностями. Работая с ними, погружаясь в их социальную жизнь, я открыла для себя одно решение, которое поможет не только им, но и нам с вами. С помощью одной фотографии я попытаюсь вам объяснить. Это Берлинская стена. В 1961 году ее построили. Ровно 30 лет эта стена была преградой для одного народа. 30 лет семьи были оторваны друг от друга. Эта стена стала символом насильственной искусственной изоляции, запрета на общение, взаимопонимание, дружбы и братства. Почему я привожу эту стену в пример? Потому что точно такая же стена есть и у нас с вами, в нашем обществе. Она разделяет таких, как мы, и людей, которых общество считает инвалидами, недееспособными по своим физическим, умственным признакам. Я поддерживаю тех людей, которые пытаются разрушить эту стену, которые борются с недопониманием общества, которые по кирпичику пытаются разобрать эту стену, для того, чтобы все дети, независимо от своих признаков, недостатков, работали, учились и общались вместе. Они продвигают инклюзивное образование. Именно это образование поможет тем людям, которые в данный момент сейчас находятся за пределами нашего общества, перешагнуть эту стену, стать гражданами не только по закону, но и в реальной нашей жизни. И именно это говорит об инклюзивном образовании. И именно этому продвижению инклюзивного образования посвящен мой проект. В течение месяца я занималась с особыми людьми, теми, кто решил научиться фотографировать. Я их учила тому, что умею сама, а именно делать фоторепортажи. Давайте я познакомлю со своими учениками. Это Арби, ему 22 года. По диагнозу врачей он не приспособлен к обучению, у него легкая умственная отсталость. Это Женебек, ему 16 лет, он слабослышащий. И Айжан, ей 11 лет, детский церебральный паралич. Каждый из этих детей выбрал свою социальную тему и работал с этой темой от начала до конца. Что и делали мы. Каждый из этих детей попробовал себя в роли начинающего фотожурналиста. Вот хочу вам сказать, что во время моей работы фотожурналистом ко мне часто обращались люди с просьбой научить их фотографировать. Но я отказывала всем. Почему? Потому что я считаю, каждый из вас может научиться любимому делу, если он этого хочет, самостоятельно прийти к этому. Но здесь был другой момент. Я знала, что мои навыки, мой профессионализм, моя поддержка нужна этим ребятам. До проекта я верила в идею, я знала, что она нужна. Но у меня были сомнения, у меня был страх, смогу ли я работать с такими детьми. Я думала, что для этого нужны специалисты с образованием, психологи. Смогу ли я довести проект до конца? И сегодня у вас была возможность в следующем зале увидеть результат нашей работы. Я хочу, чтобы вы не делали скидку на медицинское заболевание моих учеников. Я хочу, чтобы вы по достоинству их оценили. Потому что действительно я считаю, что среди выставки есть потрясающие работы. Они достойны уважения. Такие же фотографии могут делать и обычные фотографы. Если у вас была уже возможность, вы видели эти фотографии, вы не знали, что их делали с особые детки, правильно? В 1989 году Берлинская стена пала. Это привело к экономическому, культурному, творческому развитию. Народ объединился. Представьте теперь, если та же стена рухнет у нас. Представьте, и нам легче это сделать, потому что эта стена, она не существует, она находится только в нашей голове. Нам легче ее разрушить.
Что будет, если не только 3 ученика проявят свои возможности, а тысячи и тысячи таких же особых людей? К чему это может привести, к какому балансу вообще? То есть каким рамкам может привести, да? За рамки выйти, творчество, культура. Спасибо.